Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим о биноклях от известного японского бренда Nikon, а именно о биноклях с переменной кратностью из линейки Nikon Oculon. Поехали! Итак, друзья, возможно, вы заметили, что когда в наших обзорах речь заходит о выборе бинокля и конкретно мы рассматриваем приборы с переменной кратностью, мы очень часто упоминаем замечательные бинокли из линейки Nikon Oculon с функцией Zoom, а именно модели Nikon Oculon 10-22/50 и Nikon Oculon 8-18/42. Сегодня как раз таки отдельное видео мы посвятим этим двум замечательным моделям. Чем же они так хороши? Хороши они тем, что несмотря на то, что прибор относится к бюджетному сегменту, их зум реализован очень грамотно. С повышением кратности практически не наблюдается тоннельный эффект, картинка не искажается геометрически и остается на очень высоком уровне, даже на максимальных значениях увеличения. В дополнение к этому, как и все бинокли Oculon, наши модели оборудованы качественным стеклом EcoGlass. Это фирменная никоновская марка, которая отличается очень яркой и светлой чистой картинкой. Ну и, конечно же, здесь все прочие плюсы, которые относятся к линейке Oculon, а именно окулярный мост, выполненный из металла, и общее высокое качество исполнения. Давайте переместимся к нашему сегодняшнему гостю поближе, посмотрим на него поподробнее и детальнее поговорим об этих двух замечательных моделях. Итак, перед нами бинокль Nikon Oculon A211 Zoom 10-22/50. Наряду с прибором Zoom 8-18/42 одна из двух моделей с переменной кратностью из младшей линейки полноразмерных инструментов от бренда Nikon, сконструированных с использованием классических порапризм, дающих преимущество в визуализации объема наблюдаемых объектов, а также позволяющих добиться более широкого угла обзора при прочих равных параметрах по сравнению с более современной оптической схемой с призмами типа RUF. Вследствие этого бинокли имеют узнаваемую форму с характерным изломом оси между окулярами и объективами и достаточно крупные габариты. Вес инструментов также немал, не в последнюю очередь благодаря усилению корпуса за счет надежной металлической центральной части окулярного моста, в то время как тубусы объективов и окуляров выполнены из ударопрочного пластика и покрыты рельефным полимерным материалом, обеспечивающим хорошее сцепление с руками, предотвращающее выскальзывание модели из рук и лучшую герметичность и влагозащиту. Бинокли пригодны к использованию в дождь, снег и во время пылевых бурь, однако погружать в воду даже на непродолжительное время их нельзя. Для удобства хвата на инструменте также предусмотрены мягкие вставки под кожу в местах упора больших пальцев. Эргономика биноклей продумана до мелочей. Масса приборов, несмотря на дополнительный конструктив, обусловленный наличием зум-системы, не сильно отличается от модели линейки Oculon с фиксированной кратностью при равном диаметре объектива, всего на 50-60 грамм в большую сторону. Как указывает производитель, бинокль Nikon Oculon A211 8-18/42 весит 825 грамм, а 10-22/50 960 грамм. Наша проверка показала небольшое расхождение. Инструмент 10-22/50, оказавшийся в нашем распоряжении, имеет массу несколько больше заявленной – 971 грамм. Из-за крупных габаритов и немалой массы бинокли Oculon A211 Zoom более подходят для стационарных наблюдений или непродолжительных пеших вылазок. Длительное же ношение инструментов на себе для многих пользователей может оказаться некомфортным. К слову о стационарной работе. Все модели Oculon A211 имеют на центральной оси скрытую под заглушкой резьбу стандарта 1/4 дюйма для установки приборов через переходник на обычный фотоштатив. Более того, именно у бинокля 10-22/50, непосредственно участвующего в нашем обзоре, единственного в линейке, такой L-образный металлический адаптер предусмотрен в базовой комплектации. Для максимально комфортных наблюдений на высоких значениях кратности остается только обзавестись треногой. В комплекте с каждым инструментом Zoom пользователь найдет также защитные крышки объективов и окуляров, мягкий широкий наплечный ремешок, продеваемый в дужки на корпусе бинокля, а также чехол из плотной мягкой ткани с застежкой на липучке и петлей для ношения на ремне.
В нем прибор будет надежно защищен от вредного влияния на внешние линзы пыли и влаги при переноске и длительном хранении. Оптика биноклей Oculon выполнена из фирменного стекла бренда Nikon марки Eco Glass, аналога BAK 4 с пониженным содержанием свинца и мышьяка в составе, благодаря чему продукция японского производителя не наносит вреда окружающей среде при утилизации. Использование вместо упомянутых примесей других материалов, а также наличие многослойного просветления на линзах, улучшающего светопропускание и уменьшающего бликование, которое можно определить по многочисленным цветным переливам на объективах и окулярах приборов, на оптических свойствах сказывается следующим образом. Изображение, формируемое моделями Oculon, отличается высокой четкостью, правильной цветопередачей и очень ясной и светлой конечной картинкой, благодаря чему порой кажется, что бинокль делает рассматриваемые объекты даже более яркими, чем они есть на самом деле. С одной стороны, такой эффект играет на руку пользователю, а с другой может негативно сказаться при работе с чрезмерно освещенными или, напротив, тусклыми малоконтрастными целями, которые становятся менее читаемыми. Чуть позже в ходе теста мы проверим на практике, какое изображение покажет наша модель Nikon Oculon A211 Zoom 1022×50. Напомним, что как раз из названия мы можем узнать о самых важных параметрах бинокля: увеличении, первый блок цифр перед буквой X, и диаметре объектива, число, соответственно, после нее. Таким образом, модель из сегодняшнего обзора имеет апертуру 42 и 50 мм и диапазон кратности от 8 до 18 и от 10 до 22. Причем пользователь может плавно регулировать ее, устанавливая в любом положении в пределах данных значений с помощью рычажка на правом окуляре, которым удобно манипулировать без отрыва от наблюдений. Для контроля текущего увеличения под окуляром предусмотрено кольцо с отметками и перемещаемой в соответствии с положением рычажка зума точкой. Угол обзора на минимальной кратности у первого прибора составляет 4,6 градуса или 80 метров на 1000 в линейном эквиваленте, у второго 3,8 градуса или 66 метров на удалении 1000 метров от наблюдателя. Значение на максимальном увеличении производитель, к сожалению, не указывает. Минимальная дистанция фокусировки биноклей достаточно внушительна — 13 и 15 метров соответственно. То есть на целях, расположенных к пользователю ближе данного расстояния, инструмент просто не сфокусируется. Несмотря на то, что приборы с переменной кратностью априори уступают аналогам с фиксированным увеличением по таким показателям, как ширина поля зрения и светосила, особенно на предельных значениях увеличения, панкратические бинокли пользуются большим спросом у любителей оптики, ведь такие модели как бы заменяют собой сразу несколько обычных биноклей, значительно расширяя возможности наблюдений за счет зум-системы. Как и все прочие инструменты, представленные в линейке Nikon Oculon, приборы с переменной кратностью имеют центральный механизм фокусировки, реализованный в виде барабана, расположенного на окулярном мосту и регулирующий резкость единовременно для обоих окуляров, что особенно удобно не только при наблюдении неподвижных объектов, но и в работе с быстро движущимися целями, когда важно иметь возможность оперативно перенастраивать фокус в соответствии с ее положением. Межзрачковое расстояние регулируется в достаточно широком диапазоне от 56 до 72 мм, а на левом окуляре предусмотрен механизм диоптрийной подстройки, позволяющий при необходимости скомпенсировать разность силы зрения на левом и правом глазу. Кроме того, окуляры оснащены мягкими резиновыми скручивающимися наглазниками. В расправленном состоянии они помогут защититься от боковой засветки, а также служат дополнительными упорами, прислонив которые к лицу вы расположите глаза на наиболее комфортном расстоянии от окуляра, равного выносу выходного зрачка, на котором формируется наиболее правильное полноценное конечное изображение. В случае же, если пользователь носит очки, снимать их не обязательно. Для взаимодействия с прибором достаточно скрутить наглазники в первоначальное положение. Таким образом, бинокли Nikon Oculon Zoom можно тонко настроить практически под любые особенности зрения для максимально продуктивной работы. Что ж, мы поговорили о технических параметрах моделей A211 818×42 и 1022×50, пора перейти к практическому тестированию. Область, за которой мы наблюдаем, находится примерно в 190 метрах от нас, и благодаря 22-кратному увеличению, а начнем мы, пожалуй, с него, мы видим ее так же, как если бы находились всего в 8,5 метрах без увеличительных приборов. Отметим, что наш способ съемки камеры через окуляр бинокля несколько ухудшает общее качество картинки, и при непосредственной работе с прибором вы увидите более детализированное изображение. Однако даже с учетом этой ремарки вы можете видеть, насколько четкую картинку передает бинокль. Резкие очертания
очертания объектов, высокое разрешение, позволяющее разглядеть мельчайшие детали одежды прохожих, прекрасная цветопередача. Попробуем снизить кратность до минимального значения – 10 крат. В этом случае мы видим пешеходный переход и его окрестности эквивалентно тому, как это было бы с расстояния в 19 метров без использования оптических приборов. Очевидно, что с понижением увеличения возросла общая яркость картинки, а также ширина реального поля зрения, что является общей для всех приборов с функцией зум особенностью. При этом диаметр видимого визуально зрачка остался прежним. Как мы многократно отмечали ранее, модели Nikon Oculon Zoom лишены такого недостатка, как тоннельный эффект, при котором с увеличением кратности значительно сужается кружок с изображением, наблюдаемый пользователем в окуляре, за что эти инструменты заслуженно получают огромный плюс по сравнению с аналогами из своего ценового сегмента. Также стоит отметить, что при смене увеличения всегда присутствует необходимость в перенастройке фокуса. Учитывайте этот момент при выборе данных или подобных моделей. На минимальной кратности картинка все так же радует глаз, отличная детализация, цветопередача и вдобавок повышенная яркость. Придраться можно разве что к незначительному падению резкости по самому краю поля зрения. В остальном же конечный результат очень хорош. Что ж, друзья, как мы с вами поняли в ходе сегодняшнего обзора и теста, модели Nikon Oculon с переменной кратностью, а именно 10-22/50, который был непосредственным гостем сегодняшнего обзора, и 8-18/42 являются действительно очень интересными биноклями, которые ни в коем случае не стоит обходить вниманием. Модели хоть и относятся к бюджетному сегменту, но обладают огромным количеством различных плюсов и особенно выгодно выделяются на фоне других схожих приборов с функцией зум. Данные бинокли достаточно универсальны, так как на хорошем уровне покрывают сразу несколько значений увеличения, за счет чего их можно использовать под различные задачи. Конечно же, их смело можно рекомендовать для таких распространенных целей, как охота, рыбалка, туризм, наблюдение за животными и птицами, различные мероприятия и спортивная стрельба. Во всех этих задачах бинокли Nikon Oculon с функцией зум станут для вас незаменимым подспорьем. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы, есть пожелания по тематикам будущих видео или есть чем дополнить тему сегодняшнего обзора, обязательно оставляйте все в комментарии, давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer. Приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!